Господа, ну и пока у нас есть свободная минутка на съемках, ее, естественно, лучше скрасить за игрой Raid Shadow Legends. Здесь уже более 500 чемпионов и миллионы артефактов для их экипировки. В итоге мы получаем просто нереальное количество сочетаний и еще больше способностей. Играть можно как на мобилке, так и на ПК. Так что, начав где-то в сервисе, я могу продолжить уже дома. И это абсолютно бесплатно. Конечно, Raid не стоит на месте и постоянно обновляется. Так, например, теперь можно собирать уникальных чемпионов из частиц. Вот сейчас, прямо до 28 августа, можно собрать чемпиона колдунью Крилу. Есть также новый базар, где можно приобрести себе ценные предметы. И еще до 270 дней продлены вознаграждения за ежедневный вход в игру. Крутых чемпионов теперь раздают абсолютно бесплатно всего лишь за то, что ты играешь в Raid. Так чего же вы ждете? Переходите по ссылочкам в описании прямо сейчас, качайте Raid именно по моим ссылкам и получайте 10 загадочных осколков, 50 рубинов, 100 тысяч серебряных монет, а также нового крутого чемпиона ворожею в качестве бонуса. Бонус действует только 30 дней. Спешите! Возьми трубку, Стилов звонит. Короче, все по кайфу, пацаны. Жига едет, рулится, рычаг КПП остается в руке, когда переключаешься, а ручник, когда дергаешь на себя, он проваливается вниз и больше не схватывает. Остался один вариант – проверить безопасность. И да, действительно, господа, мы решили поставить Жигу каркас. И все это не просто так. Дело в том, что молодой человек, покупая автомобиль марки Жигули ценой 20, 30, 50, 40, даже 100 тысяч рублей, должен также озадачиться безопасностью. Безопасность классической модели Жигулей, вы знаете, отсутствует ввиду их возраста и конструктивных особенностей. Никто тогда не думал о том, что сегодня боком эти машины могут лететь на столб или вообще передвигаться на таких скоростях, а особенно, что уж в них будут влетать другие машины. Тогда все было нормально, не было таких требований, но сегодня все изменилось. Поэтому, что сделать, если вы не просто дрифтер, но еще и немного опасаетесь? Как сделать свою жизнь безопаснее? Безусловно, нужно установить машину каркас. Да, это 12.5.1, это уже заранее все не дороги общего пользования. Ездить в такой машине нужно только в шлеме, чтобы головой, если что, не прилететь в трубу собственного уже каркаса. Но это, кроме всего, еще и деньги. Варить каркас, если по дешману, ну, с самим каркасом, с трубами, со всеми делами, это 70-100 тысяч рублей. Леш, ты вот за сколько варишь каркас? То есть, ну, сотка, да, грубо говоря, до 100 тысяч рублей. От 70 до 100 тысяч рублей стоит варить каркас. Это дорого. Это огромные деньги. Машина сама столько не стоит. Есть выход. Можно купить болтовой каркас. Есть несколько производителей таких каркасов в России. Мы купили каркас от одного из них. А это кто был, Леш? Неизвестно, да?
То есть мы с удовольствием бы, может быть, даже кого-то бы и пропиарили, сказали, хороший у него каркас или плохие, но реально не знаем. И этих производителей несколько. Вы просто заказываете его в интернете. Стоят они от 15 до 20 тысяч рублей новыми и ставите его в машину самостоятельно. Именно в этом и является изюминка болтового каркаса. Все, что вам понадобится, это ключи, еще ключи, немного сверел, чтобы все-таки к полу присверлить ваш каркас. И в принципе все. То есть молодой человек, обладая бюджетом в 15 тысяч рублей, может сделать свой дрифт-корч безопасней. Но я не нашел на ютубе подтверждающих материалов на тему, работает ли это каркас. Поэтому мы действительно взяли и поставили, ну не мы, а ребята из гаража 13, наш болтовой каркас в нашу Жигу. Но есть небольшая особенность, потому что наша Жига не совсем новая, она немного гнилая, поэтому она должна болтами вот в этом месте крепиться к кузову. По идее, молодой человек, кто купил этот каркас, ну или, к примеру, я бы, если купил этот каркас, естественно, сверлит здесь место и с той стороны тоже подкладывает площадочку и сажает на болты прямо к кузову. Здесь у нас кузов есть, в других местах, к сожалению, ни здесь, ни спереди кузова у нас не было. Поэтому сзади вварена просто вот такая распорка, которая имитирует, что все-таки у нас какое-то днище есть там и распирает между собой вот эти вот стойки. А спереди он, к сожалению, просто стоит. Там никуда эту распорку так вот по дешману не варить. И мы понимаем, что это неправильно. Мы понимаем, что Жига должна быть с нормальным кузовом. И сейчас наш каркас установлен не по инструкции. То есть мы не имеем заранее претензий к тому, кто его делал. Но большинство Жиг, приобретаемых молодыми людьми для дрифта, они есть в таком состоянии. То есть эта тема, при том, что она неправильная, она максимально приближена к жизни. Мы попытались сделать, что могли. Если сейчас совсем все сомнет или у вас будут супер большие претензии, ну что-нибудь придумаем, как обычно. А пока, да, здесь болты, там болты, здесь поперечина, которая у каркаса быть не должно, и спереди у нас стойки упираются, по сути, прямо в ковролин. Крепить их конкретно не к чему. Итак, господа, супер волнительный момент. Мы очень всегда переживаем в эти мгновения, чтобы все пошло по плану, чтобы скорость была хорошая, чтобы разогналась, чтобы не оборвала страховку. А страховка есть в этот раз? Нет, конечно. О, хорошо, значит не оборвет. Вместо Ford Raptor у нас сегодня Dodge Ram, потому что Александр прикупил себе новый автомобиль. Саша, а сил сколько у тебя в моторе сейчас? 401. 401 лошадь, это серьезно. А разгон до сотки известен? 6 секунд до сотки. Очень уверенно, очень уверенно. Просто надеемся на лучшее. Жига легкая, весит всего тонну, наверное, потому что разобранный салон, разобрано все. Владян, ты нервничаешь? Вам везет. Никитос, ты нервничаешь? Нет? Блин, я один сегодня нервничаю, это капец. Все готовы? Бомби. Черт подери, да как? Столб стоит, но здесь все очень печально. Что сказать про каркас в этой ситуации? Я не знаю. У Максона такой же каркас стоит, и Максон реально в спортивных мероприятиях ехал или хотел ехать. Максон только что завязал с дрифтом, господа.
Что как бы... Я даже не знаю, как это откомментировать, честно, ребята. Это, по-моему, виллы. Ну, то есть, твое мнение, каркас болтовой, это проблема, ну, проблема кузов. Я думаю, что да, проблема больше в кузове. Нужно померить, разрезать этот каркас и померить стенку трубы, чтобы знать точно, бесшовная. То есть каркасы бывают очень из разной трубы, Конечно. ты имеешь в виду? Но мы все 100% знаем, что нормально сваренный каркас бы выдержал, 100%. Но куча этих видео. Он точно бы замялся, да, естественно, но, скорее всего, по большей степени, ну, до, грубо говоря, до того, чтобы сломать человека, навряд ли бы дошло. Но все болты на месте, ты смотри, не срезало, ни один не срезало. Проблема только в трубах. Да. Мы все боялись за болты. Это пиздец. Мы все так боялись, что будет срезать именно болты, потому что он болтовой. Сами крепления, я думал, больше креплений. Да. тебя порвет. А тут все просто живое, всё. именно мнется сама труба. То есть проблема не в том, что это болтовой каркас, а в том, что, видимо, не та труба. И здесь дело не в том, что жига гнила или к полу не закреплено. Верхняя часть каркаса никак к полу никакого отношения не имеет, а она все равно прогнулась аж за голову водителя. Трындец, пошел дождь, как все становится, плачут даже небеса. Это, похоже, вообще не работает. То есть каркас нужно все-таки... Короче, мне кажется, каркас нужно делать самому или вот типа Лехи. Потому что мы знаем, где Леха живет, и он отвечает за все прямо... Ну, Леха отвечает реально. То есть нужен проверенный мастер, как Леха. Ссылка на Леху будет в описании, если он заплатит. Короче, вот смотрите, какой каркас. Вот это настоящий каркас, завязанный с косынкой. То есть Парголова Кросс — это ваша рабочая тачка, Вообще, это которая тренировочная, она на подвеске, на моторе. На лазе, на всем. У Кулак, неё- блокировка. И варил, собственно, каркас, опять же, проверенный человек. Конечно, Золотарева вроде бы каркас. Сейчас посмотрим. И он, и, соответственно, из толстостенной трубы, и за него прямо ручаетесь. Вообще. Абсолютно. И эта машина продается Абсолютно верно. Можем То поставить есть- прямо на рельс. в следующей серии. С заметом. Настоящий каркаш. То есть живой кузов, абсолютно живой кузов, 100% натуральная, боевая, настоящая тачка. Ну, у нас, получается, подвеска, мотор не пострадает. Вы сможете потом это легко куда угодно еще использовать. Да. Черт, да. Причем ты посмотри, задний крест, который никак не участвовал в ударе, вообще, он весь вообще просто розочкой. То есть он никак не имел отношения к кузову, он не имел отношения к удару. Крест ушел винтом весь. Он в середине, у него загнуло саму трубу. Я сейчас воздержусь от таких, знаете, тезисов типа болтовой каркас не работает и прочее, потому что мало ли, все-таки каркасы болтовые действительно бывают разные. И поскольку болты именно не срезали, то в целом конструкция жизнеспособна. Но вопрос, из какой трубы его делать и как, остается открытым. Плохие новости для дрифта уличного в любом случае. А всем профессионалам мы рекомендуем посмотреть наше следующее видео. Но здесь почему-то мне кажется, что, это все будет нормально. Что переживать за по-человечески сваренный каркас? Ну серьезно. Но я считаю, что это нормальная цена, чтобы доказать, чем отличается каркас за 100 тысяч рублей от каркаса за 20 тысяч рублей. Это очень важно, очень важно. Получается, вы тратите 20-ку, это большие деньги, если вы действительно купили классику. 20 тысяч — это огромные деньги, это зарплата человека в России. Тратите на это время на установку, и в итоге он просто не срабатывает. А если вы на каркасе, у вас же, наверное, в голове есть понимание, что вы на каркасе, у вас же больше раскрепощения, вы же больше валите, а эффект отрицательный.
Так, у нас есть большие подозрения по поводу толщины стенки трубы, поэтому попробуем ее взять и кусок просто спилить. Понять, из чего это сделано. Это не толстостенная труба. Она бесшовка? Это да, она бесшовная. Смотри, вот тебе труба, да? Ну, нет, я замял, но держит. Допустим. Да. Во, все. 2 удара молотком, который типа, 700 грамм. Нет? 300 грамм. 300 грамм молоток? Сверхлегенький. 400-300 грамм. Маленький молоточек. Труба полная шляпа. Да, она бесшовная, это ее единственное преимущество, но это не толстостенка. Она не могла спасти. Проверять все болтовые каркасы. И сейчас на всех сайтах в интернете сразу недоступно, все распродано, ни одного каркаса не купить. Сразу модель Pro новая появится через неделю. Да, там был выявлен заводской дефект шва вот в том месте, поэтому все поменяли. Это полная шляпа, пацаны. Реально, если болты выдержали, все это выдержало. Трубу все обогнуло вокруг столба. Она даже не сместилась оттуда от пола. Мы переживали, что каркас не закреплен за пол, поэтому он будет съезжать внутрь и передняя часть будет сматываться. Нет, передняя часть трубы полностью обогнула столб. Она никуда не хотела даже сваливать. Ей все равно, она просто тоненькая, не тройка. Это очень печально. Но тогда, собственно, что я могу сказать, господа? Если вы каркас варите не сами, не своими руками, а покупаете болтовой каркас где-то, а как? Вы не проверите его, если не распилите, у него нету открытых частей. Блин, ребят, это каркас, то есть вы можете сэкономить на всем, но каркас делается для того, чтобы сохранить вам жизнь, и, как вы понимаете, этот каркас ее бы не сохранил никак. Очень печальные выводы, очень. Я так надеялся, что хоть какая-то разница, что Жига на каркасе. Все, каркас, это безопасность, я могу дубасить, я должен быть уверен в этом. Что за чертовщина? Абсолютно я никак в этом не могу быть уверен. Краска встала с него здесь. Я думал, что все, знаешь, если ты ставишь такие трубы, то ты прям едешь, спортсмен. Че переживать? У меня же каркас. Сколько раз мы сами даже говорили эту фразу, да? Сколько раз, садясь в багги, садясь в спортивную машину, просто одел шлем, пристегнул 5-точечный ремень и каркас. Все! Ничего не может пойти не так. А оказывается, они тоже очень разные. Имейте это в виду. И мы не знаем действительно до сих пор, чей это бренд. Мы не знаем. Не можем даже сказать, где плохо, кто обманывает. Нету информации. Покупали мы этот каркас с рук, не в интернет-магазине. По объявлению. И он был уже такой покрашенный. Именно этого цвета. Не знаем, честно говоря, не в курсе. А жаль, очень хотелось бы кого-то сейчас крепко разлюбить. Но в следующей серии настоящий спортивный каркас за 100 тысяч рублей на крепком живом кузове 8. Проверим уже скоро. Спасибо, что смотрели это видео. Огромной вам всем удачи. Берегите себя. Самое главное, не покупайте такие каркасы. Пока.